что это вообще происходит такое. Дякую. Все было нечакано вельмі. Я была упэўненая, што ён Пока не... Президент-элект Беларуси Павел Скановская. Усіх вітаю. Спадарства для мяне, канешне, было вельмі эмацыйна і радасна ўбачыць майго мужа ўпершыню за 5 гадоў. Ён жывы, дзякуй Богу, мы разам і разам працягваем барацьбу за нашу краіну і за вызваленне астатніх палітвязняў. Я асабіста хачу падзякаваць прэзідэнту Трампу і яго адміністрацыі. Без іх намаганняў гэты момант быў бы проста немагчымы. Асаблівая падзяка генералу Келагу, Джону Коулу і Крысу Сміту, якія адыгралі ключавую ролю ў вызваленні Сергея і іншых палітвязняў. Не толькі беларусаў, але і латышоў, эстонцаў, палякаў, японцаў, шведаў і амерыканцаў. Але ж гэты поспех стаў магчымым дзякуючы міжнароднай салідарнасці, з вырашальнай падтрымкай Літвы, якая дала нам прытулак, і Польшчы, якая прыняла тысячы беларусаў. Я шчыра ўдзячная ўсім сусветным лідарам: Урсуле фон дер Ляйен, Роберце Мецоле, Кіру Стармеру, кіраўнікам краін Еўразвязу і Паўночнай Еўропы, усім, хто змагаўся за вызваленне людзей. Асаблівая падзяка ад мяне ідзе Радаславу Сікорскаму і Борысу Джонсону, якія сталі хроснымі для Сергея, а таксама усім парламентарам, якія взялі пад патранат палітычных вязняў. Толькі ваша падтрымка дае магчымасць людзям не забыць пра нашых палітвязняў. Вядома, я дзякую усёй маёй камандзе, якая цяжка працавала, каб гэты момант настаў, і усім беларусам, якія ўвесь гэты час не здаваліся і працягвалі намагацца вызвалення палітвязняў. Гэта наша супольная перамога. Сёння разам з намі яшчэ 4 беларусаў: Сергей, Кірыл, Наталья і Ігор. Я хочу падзякаваць Стыву Капусу, прэзідэнту Радыё Свабодная Еўропа, які сёння прысутнічае тут. Ён зрабіў вялікую працу дзеля вызвалення журналістаў Ігора Карнея і Андрэя Кузнечыка. І цяпер мы чакаем вызвалення Ігора Лосіка і ўсіх 38 журналістаў, якія застаюцца за кратамі. Больш за 1150 беларусаў дагэтуль несправядліва знаходзяцца ў турмах. Сярод іх Алесь Беляцкі, Маша Калеснікава, Віктор Бабарыка, Анджэй Пачобут, Мікалай Статкевіч, Вікторыя Кульша. Рэпрэсіі працягваюцца бязлітасна і жорстка. Амаль кожны месяц
людзі паміраюць у турмах ці пасля вызвалення. І гэта мусіць спыніцца. Палітычныя прысуды ў краіне павінны спыніцца. І беларусы павінны выйсці на свабоду. Мы працягнем цесную працу з адміністрацыяй прэзідэнта Трампа і з усімі нашымі саюзнікамі ў Еўропе па абодва бакі Атлантыкі, каб дамагчыся свабоды кожнага палітычнага вязня. І учорашняе вызваленне не апошняе. Вызваленне учора – гэта крок у правільным накірунку, і я заклікаю Александра Лукашенка вызваліць астатніх закладнікаў з турмаў. Гэта першы крок да нацыянальнага дыалогу, які нам патрэбны. Мы будзем узмацняць наш дэмакратычны рух, падтрымліваць Украіну і рабіць усё магчымае, каб прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Дэмакратычныя сілы Беларусі працягваюць працу, каб вярнуць свабоду, незалежнасць і дэмакратыю нашай краіне. It was incredibly emotional for me to see finally my husband after a long 5 years. He is alive and we together again and remain committed to our fight. I want to personally thank President Trump and his administration. Without their tireless efforts, this moment would never could happen. Special gratitude goes to General Kellogg, John Cale and Chris Smith, who played a critical role in securing Sergei's release and the freedom of other political prisoners, not only Belarusians, but Latvians, Estonians, Poles, Japanese, Swedes, and Americans. This success became possible thanks to international action, with crucial support from Lithuania, which provided us refuge. We are grateful for strong and principled position of this wonderful country, and Poland, which has sheltered thousands of Belarusians and advocating so much for Belarusian cause on international arena. My sincere thanks also go to global leaders Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Keir Starmer, and the heads of European Union and Nordic countries, and also to those who fought tirelessly for our political prisoners' freedom. Special thanks from me goes to Radoslav Sikorsky and Boris Johnson, who became Sergei's godparents, and to all parliamentarians who adopted political prisoners. Your support made it possible. Today, here with us are other 4 courageous Belarusians who were freed yesterday: Sergei, Kirill, Natalia, Igor. I also wish to thank Steve Kapus, president of Radio Free Europe, present here, who made great efforts to free journalists Igor Kornei and Andrei Kuznechik. And now we hope for the quick release of Igor Losik and all 38 journalists behind bars. Over 1,150 Belarusians remain unjustly imprisoned. Among them also Олесь Беляцкий, Masha Kolesnikova, Viktor Babarika, Andrzej Pochobut, Mykolai Statkevich. Repressions in Belarus are relentless and brutal, and people are deprived of their life almost every morning in prisons or when they are released. And this must stop. Political trials must end. All must be freed. We will continue working closely with President Trump's administration and all our allies in Europe and across the Atlantic to secure the freedom of every political prisoner. It is our mission, our fight for justice. We will continue to strengthen our democratic movement. We will continue to support Ukraine and hold all perpetrators accountable. Belarus democratic forces remain united, determined, and unwavering in our commitment to bring freedom, democracy, and independence to our nation. Dear friends, all these 5 years I hold this folder with me on every meeting, in every institution. And this person who inspired me all these years, he is my personal hero, though thousands of heroes are behind bars and hundreds of thousands continue to
fight for our people. And now I want you to see this person alive as I did yesterday. And I want Sergei to come and speak in front of you. Здравствуйте. Вот так я сейчас выгляжу. Сегодня встал на весы 79 килограмм. 79 килограмм. This is my current look. I checked in the morning 79 kilos. Я хочу начать со слов благодарности, как вы понимаете. I would like to start with thank you. В первую очередь всем тем, кто приближал день моего освобождения. First of all, to all of those who made my release possible. Также я хочу поблагодарить всех дипломатов и политиков Соединенных Штатов, которые сделали мое освобождение возможным. Also the US diplomats and politicians. В первую очередь президента Трампа. First of all, the President Trump. Президент Трамп сейчас обладает такой силой и возможностью, когда он может одним словом освободить всех политических заключенных в Беларуси. И я прошу его сказать это слово. President Trump has the power with just one word to release all political prisoners in Belarus. And I'm asking him to pronounce this word. Также я хочу поблагодарить всех политиков и дипломатов Литвы и лично президента Науседу за то, что он в свое время спас моих детей, мою семью и помогал мне и всем белорусам. Also like to thank all politicians and diplomats of Lithuania and personally President Nauseda for saving my children, my family and all the Belarusians for helping them. Также я хочу поблагодарить всех дипломатов и политиков Польши и лично президента Дуду. All politicians and diplomats of Poland and personally President Duda. Также хочу поблагодарить Дональда Туска, который в свое время предложил выдвинуть меня и Светлану на Нобелевскую премию мира, и это меня очень сильно поддержало. Also Donald Tusk, who once offered nominating me and Svetlana to Nobel Peace Prize, which strongly supported me then. Также я хочу поблагодарить лично пана Сикорского за то, что он когда-то взял шефство надо мной, еще будучи в Европарламенте. Also Pan Sikorsky for becoming my godfather when he was in the European Parliament. Также хочу поблагодарить всех европейских политиков и дипломатов, Европейскую комиссию, главу Европейской комиссии и лично Бориса Джонсона, который, кстати, тоже когда-то взял надо мной шефствование. И эту информацию я узнал, к сожалению, только здесь, в тюрьме я этого не знал. Also European politicians and diplomats and the head of the European Commission and personally Boris Johnson, who also became my godfather, but I only found out about it when I was released. Я хочу сейчас обратиться ко всем белорусам и сказать вам, если вы ждали знак, то вот он. Я не заметил вас. Привет, парни, не заметил вас. I wanted to speak to all Belarusians now. If you were waiting for a sign, here is the sign. Государства погибают тогда, когда не могут более отличить дурных людей от хороших. The states die when they can no longer tell bad people from good people. Что произошло со мной? Обвинение, выдвинутое против палача, стало приговором для жертвы. What happened to me? The charge against the executor turned into a charge against the victim. Я был похож на человека, который вышел полюбоваться радугой, но был поражен молнией. I was similar to a person who came out to express his joy about a rainbow,
but then he was struck by a lightning. Можете подольше такими кусочками. Да? Сейчас. Отвлекаете меня. Извини, хоть не хочу. Давайте немножко расскажу о том, как я вижу сейчас Беларусь. Они там называют тех, кто противостоит им, предателями. А я назову предателем всякого, кто не сопротивляется им. In Belarus, they call all opposing people traitors, but I call traitors everyone who don't oppose them. Я процитирую Марка Твена. Гражданин, который видит, что политические одежды его страны износились, но в то же время молчит, не агитирует за создание новых одежд, не является верным родине гражданином, он изменник. Mark Twain said that someone who does not support the reform in his country, if the reform is necessary, he is not a good citizen, he is a traitor. Мы должны бороться против лукашизма. We must fight against Lukashism. Если не противостоять им, они опустошат нашу страну. If we don't oppose them, they will destroy our country. Создадут край, лишенный справедливости и сочувствия. They will deprive the country of justice and empathy. Землю, материально и духовно обанкротившуюся. And this land will go physically and morally bankrupt. Беларусь сегодня это царство самой бесстыжей лжи. Belarus is the kingdom of lies. Постоянное злоупотребление надеждой. And permanent abuse of hope. Полнейшее презрение к правде. And pure dismay of truth. Люди там часто принимают иллюзию за реальность, пренебрегая тем, что на самом деле является важным. Quite frequently, people believe the truth is lies, and they neglect the important things. Система устроена так, что каждый, кто не пытается что-либо узнать, будет спокойно жить в счастливом неведении. А тому, кто потратил силы и время, будет очень трудно добраться до истины. And the system works so that people who don't want to know the truth, they will live in this abyssal negligence, while people who want to find out the truth will have to spend a lot of efforts to do that. В Беларуси сейчас власть без права, правосудие без справедливости, порядок без равновесия, блеск без света. Света, кстати, в Вильнюсе сейчас. So now this was not translatable actually. This was about Belarus being about light, although light means Sveta in Belarusian. Because Sveta is not in Belarus, Sveta is in Vilnius. Юстиция в Беларуси не умерла. У нее просто маленькая дырка во лбу. Justice has not died in Belarus, but it has a hole in its forehead. Часто несправедлив тот, кто не делает что-либо, а не тот, кто что-либо делает. Not doing something quite frequently is more unjust than doing something. Самые жестокие преступления в истории происходят не из-за ненависти там, или жадности, а из-за безразличия и невежества. The most cruel crimes in history are conducted mostly not because of cruelty, but because of indifference. Добрые намерения, без искреннего стремления узнать правду, добрые намерения нельзя считать полноценными. Good intent is not good enough if there is no willingness to find out the truth. И хочу здесь процитировать еще Данте. Самое теплое место в аду ожидает тех, кто во время острого кризиса сохраняет нейтральность. Где-то так он сказал. And I want to quote Danke, who said approximately the following, that the warmest place in the hell will belong to the people who stay neutral during acute crisis. Я к чему это говорю? Белорусам нужно, наконец, вот разобраться, например, в моем вопросе.
Меня во время сбора подписи за кандидата в президенты, мою супругу Светлану Тихановскую, просто схватили в Гродно 29 мая 2020 года и поместили в тюрьму, судили закрытым судом, и вот потом ни с того ни с сего вчера выбросили за границу. During the signature collection for my wife on 29th May 2020, I was grabbed in Grodno, put in prison, and all of a sudden I was just let out yesterday and just pushed abroad. Главный принцип правосудия – это гласность. Судить закрытым судом, чтобы никто не знал, в чем я обвиняюсь, какие есть доказательства моей виновности, какие есть аргументы защиты. Этого всего не было. А это главный принцип правосудия. Transparency is a key principle of justice. You need to see the open hearing to understand if I was actually guilty of anything. У меня сейчас есть огромное количество фактов, документов, доказательств, и я все это хочу предъявить подробно, детально в своих стримах. I now have a lot of facts and documents that I now want to present in my streams. И белорусы, они просто обязаны разобраться и сказать, да, было это или этого не было, виновен, не виновен. Они обязаны знать, и они должны разбираться, обязательно должны разобраться. And Belarusians must know whether I was guilty of anything. They must look into it. Обо всем этом я планирую подробно, детально, со всеми документами, сканами, все выложить и рассказать аудитории подробнейшим образом. And I'm planning to present it to my audience with all documents and scans in all details. Живе Беларусь! Я готов ответить на вопросы, на любые, но кто там командует у нас парадом, я пока присяду, да? Так, just now I will put this microphone there and chair for our. No. Before we start our stop. I want to give the floor to Steve Kapus, for just a couple of words. Please, Steve. Please. Good afternoon, everybody. I was honored to sit in that chair over there, though I have to admit I don't believe I should have been sitting next to people who've made such sacrifices. It's an honor for me to be here with you today. Consider Radio Free Europe and Radio Liberty as partners in everything that you're doing. This is a day that I had a chance to speak with my friend Ihar today about. This is a day that he has dreamed of. And we have all been waiting for the day to welcome you home, to welcome all of you home. And to freedom, I should say. We know that this is not your home, but we also know that the good people of Lithuania have opened their homes, that this is a place where freedom is celebrated. We should never take freedom for granted. As we've seen all too often, there are those who would like to take it away from individuals, who would like to silence journalists, who would like to silence those who speak up for a free Belarus. We're here today because Radio Free Europe and Radio Liberty journalists have paid a very steep price for daring to tell the truth. This man, our colleague, was in prison for 2 years. As we speak, Ihar Losik has been in for 5 years this week. 5 years of his life lost. They've gone to great lengths to try to destroy families. They tried to destroy this family. They've tried to destroy Ihar Losik's family. They've tried to destroy individual liberties. We will not stand for it. We will not rest until all of the Radio Free Europe and Radio Liberty journalists are free. And as Svetlana mentioned, there are others who've committed themselves to telling the truth, who are paying a very steep price for it.
We stand united in these efforts to bring them home. I also want to take this opportunity to thank the brave, courageous leadership of President Trump. Without his leadership, I don't believe that we would have seen this day. The Trump administration has made it very clear that they want to bring political prisoners to freedom. So we are very grateful for the actions of the Trump administration and those governments like Lithuania, like Poland, and so many others, Latvia, the UK, everybody united for the right things. So this is a very good day. We celebrate this day, and we get back to work tomorrow to make sure that the mission is finished. Thank you very much. Thank you, Steve. Just now we will do our. Вставай, вставай. Такой же еще есть. Это на ответы? Check the sound. Да, пускай два будет. Вот. Белорусская служба «Радио Свобода», Олесь Пец. Сергей, Я вас помню. апошнее наше интервью перед вашим затриманием, так? 5 годов тому. Сергей, ці можете сказать, як пройшла ваша зустріча з дітьми? Учора, як це відбулося? Супруга говорит, дочень, это твой папа приехал, она на меня бросается, и мы в слезах вдвоем. Микрофон. На самом деле дочка не узнала папу, потому что мы видим, как меняются политзаключенные, Сергей не исключение, в тюрьмах. И надо было ему сказать, что я твой папа, чтобы она поняла, что это на самом деле так. И было, конечно, море слез, не верили, что это произошло. Они писали, ждали 5 лет. И сейчас они заново привыкают вот к этому чувству, что папа рядом, хотя Сергей в письмах, пока они могли, пока они доставлялись, он всегда участвовал, скажем так, в жизни детей. Поэтому сейчас у нас есть папа, муж, на которого можно опереться. Спасибо. Микрофон у меня. Константин Айгар, Deutsche Welle. Поздравляю вас с освобождением. Спасибо. Семья вместе. Вопрос вам, Сергей. Вы говорили о свободной Беларуси, но существует мнение, что это недостижимая цель, пока в России существует путинский режим. Если вы согласны, то почему? Если не согласны, то почему? И вопрос Светлане. Лукашенко ничего не делает просто так. Понимаете ли вы, условно говоря, что он получит в обмен за освобождение политзаключенных? Спасибо огромное. Я полностью согласен с тем, что освобождение Беларуси не может
начаться, пока не рухнет путинский режим. Абсолютно. И если бы не Путин, то уже бы мы сейчас здесь не сидели. Все бы это решилось в 2020-2021 году, 100%. Я в это абсолютно верю и абсолютно в этом уверен. Если мы говорим об этом этапе, когда вот 14 человек было отпущено на свободу, то режим получил встречу с Келлогом. Мы работаем даже над тем, чтобы следующая группа людей отпускались. Как уже сказал Сергей, у президента Трампа, у американской администрации достаточно сил, чтобы оказать давление на режим Лукашенко, чтобы были выпущены все политзаключенные и репрессии в Беларуси остановились. У меня вопрос и к Светлане, и к Сергею. Поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами, что вы планируете делать уже в оппозиционных кругах. Такое мнение, что Тихановского выпустили, чтобы развалить офис Тихановской. Что, если вы думаете об этом? А Светлана, будете ли вы продолжать борьбу? Расскажите. Это такой вопрос получился очень широкий, растекаемый, так просто не ответишь. Давайте я расскажу, когда буду рассказывать, как мне удалось обмануть агентов КГБ, там будет понятно, что к чему. А что будешь делать дальше? Значит, насчет моих планов, это хороший вопрос. Значит, пока я сидел в тюрьме, я уже примерно с января знал, что меня выпустят. Я думал, меня выпустят в январе. Это я потом тоже расскажу еще. Ой, так я же хотел про освобождение еще рассказать, забыл. Ну, может, это вопрос какой будет, я потом все это вместе. Значит, насчет моих планов. Раньше там один канал был, сейчас у меня задумки сразу 5 где-то каналов открыть разных. Ну, конечно, не в каналах же дело. Я тоже слышал, многие ожидают, что придет Тихановский и сразу все мы тут победим всех, да. Ну, мы здесь ключевое, да, мы победим, вы должны делать что-то, вы. Я могу стать каким-то менеджером, который сможет организовать что-то, да, но делать-то это должны все. Ну, иногда люди почему-то думают, что кто-то там, вот и белорусы часто ошибаются, что есть там, вот этот, я его называю ацахист, да, есть ацахист, и вот он как бы все решает на всех уровнях, и он, поэтому у них там все и хорошо, и зарплаты платятся, как они говорят, зарплаты платятся. Ну а что, зарплаты платятся? Я недавно, вот, дней 5 назад, охранника в тюрьме спрашивал, так а как вы, он уже будет 40 лет скоро, вас это что устраивает? Он говорит, а что, зарплаты платятся? Зарплаты платят жена. Как вот это мотивируем, что-то объясните, это кошмар. Планов очень много. Значит, я планирую не лезть в деятельность офиса этого, да. Я там, когда может быть вопрос про этих агентов КГБ, то надо подробно это все рассказать. Они мне вливали там в уши дезинформацию, а я им в ответ, как будто я эту дезинформацию скушал и тоже выливал их дезинформацию. Вот, поэтому, когда я начну как-то про это все освобождение рассказывать, тогда эта вся история будет понятна. Планы есть, планы... Я уже, кстати, пишу стихи давно, вот, и некоторые стихи... Может, я вам прочитаю какую-то, хотите? Одну из которых вот я считаю наиболее удачной. Можно вот это про личинки, вот это, да? Нормально будет? Не, я просто жене прочитал, она думала, что я эти стишки пишу это просто как через адвокатов там какую-то информацию, а потом, оказывается, неплохие стихи даже попадаются. А этот, кстати, усатый же тоже когда-то писал стихи, говорит, я писал стихи, но мне сказали, когда принес какую-то газету, а, это проза, а не стихи, ему сказали. Сейчас я вам стихи прочитаю. А, так надо, не будет слышно, да, лучше сидя. Сидя, конечно, не то. Я вот так, я громко буду. Личинки в навозной куче не знают, что они в дерьме. Живут они в самой лучшей, пригодной для жизни стране. Не пахнут им их законы, не пахнет родной навоз. Воняют для них бутоны цветущих поблизости роз. Цветы они презирают. Противно стремление ввысь. В дерьме живя умирают. В чем жизни никчемный их смысл? Простой ответ нашел вопрос. Для роста роз
нужен навоз. Это шекспировский сонет английский формы. Я такие сонеты писал в ШИЗО примерно за 1,5 часа, в своей голове придумываешь и сразу запоминаешь, повторяешь, и все, 1,5 часа готов сонет. Вот это один из них я написал не так давно в ШИЗО. Вот пишем. Я думаю, это уже стихи, здесь есть метафоры, потому что в стихах главное не рифмы, а метафоры. Игорю, Наталье, Сергею, Кириллу, Сергею. Скажите, пожалуйста, как вы спали минувшей ночью и с какими мыслями проснулись сегодня? Может быть, есть какие-то вещи, которые для вас важно озвучить о событиях, о людях, о действиях, что еще должна знать общественность здесь сейчас? Он спал плохо, конечно. К свободе привыкаешь не сразу. Вот это скорее главная мысль, которую я хотел бы озвучить. Я спала хорошо, но мало, потому что очень хотелось воспользоваться свободным временем, чтобы почитать, какие новости, что происходит в мире. Но хорошо дышит. Очень хорошо. Перед сном занялся общественно полезным трудом, почистил сумку свою с тюремными обмундированием, телогрейками, амуницией. И не верилось до последнего, что это уже вчерашний день, практически это можно выбросить. Но пока оставляют, вдруг кто-нибудь там формироваться музей всяких ненужных вещей. Если что-то, в принципе, на последний. И возбуждение эмоциональное, конечно, спалось не очень, потому что слишком комфортно, слишком мягко. Тепло. Если там брать ШИЗО, например, никто за стенкой не ходит, глазок не просматривает, ты сам по себе один. Достаточно непривычно, это надо просто некоторое время, чтобы прошло, настроиться на эту волну, которая несет с собой новую жизнь, новые веяния. Постепенно надо втягиваться, и будем фактически начинать. Пусть не с нуля, уже с какой-то подушкой безопасности, но тем не менее это новый отсчет. Надеюсь, хорошие классы. Я еще хотел вспомнить нашего с Игорем сокамерника Владислава Белодеда, который любил говорить о том, что главное не впустить в тюрьму в себя. Поэтому, может быть, это еще один. Главное не только ее не впустить, но если она как-то проникла в тебя, быстрее ее изгнать. Лег я спать только в 2 часа ночи, потому что я не мог уснуть. Старался даже не читать новости, потому что я понимал, что меня это может просто свести с ума. И сегодня я так чуть-чуть посмотрел новости. Тяжело, потому что в тюрьме ты получаешь какую-то крупицу информации максимально в исковерканном формате. Либо каких-то слухов, либо вымыслов. Только слышал в тюрьме, что все, уже оппозиции нет, никто не поможет. И, если честно, я до последнего не верил, что меня обменяют, и я буду свободен. Сегодня утром первый раз я проснулся не в 5 утра, не в 6 по звонку, наверное, и они тоже, а в 8:52 я сегодня проснулся первый раз за 5 с лишним лет. И, правда, я заснул перед этим буквально за час, только всю ночь лежал и не мог заснуть. Вот это насчет того, как мы спали и как проснулись. Question for Tsikhanouski. What are your plans now? Do you plan to lead the opposition from abroad, and do you think you will ever return to Belarus? Thank you. Вернуться в Беларусь, конечно, да. Пока мне это непонятно. Вы поймите, я 5 лет с лишним находился один в одиночной камере все время. Иногда вот в такой маленькой, иногда
в такой метров 18, но один. Абсолютно, без информации. Мне не давали последние чуть меньше 3 лет даже письма никакого, ни одного. И мои письма, жалобы, ничего не отправляли. Полностью изоляция была. У меня очень мало информации, мне сейчас нужно много чего узнать. Я как будто, если помните, какой был фильм «Назад в будущее», там была такая параллельная ветка времени, да, Док там рисовал на доске. И вот я как бы в какой-то параллельной реальности, а вся информация, я думаю, у них точно так же, приходила в виде каких-то маленьких таких СМС. Я не переживал эти события, а просто как маленькие СМС иногда такие поступали, а иногда не поступали. Поэтому вакуум абсолютно был. Вакуум. Yes, of course, I hope to get back to Belarus one day. But in general now, I feel like I'm in a parallel universe because I spent these 5 years in a solitary cell. So I was completely alone all the time. And during the last 3 years, I was not receiving any information at all. So information was coming in very small bits and pieces. So now I feel a little bit like in Back to the Future movie. So that now I have to collect a lot of information to understand what's happening and just to navigate in this reality. Yes, hello. I have a follow-up question. So now that Sergei has been released, who is the leader of the Belarusian opposition? And also, Sergei, do you expect Lithuania to give you the same help as it gave to your wife? Мне кажется, уже частично на этот вопрос мы перед этим ответили. Лидером оппозиции является Светлана Тихановская, моя супруга. И я тут не собираюсь ни на что претендовать. Ну, мне кажется. Или вы считаете, лидером становится тот, кто 5 лет сидел в изоляции, потом вышел, о, вот он и лидер теперь. Так у нас таких 1100 еще, да, лидеров. Svetlana remains the leader of the opposition because I don't think it's possible for someone who gets out of the 5 years of isolation to become a leader out of just nowhere. We have 1,100 more such leaders still sitting in prisons. Телеканал Белсат. Віншуємо всіх з дозволенням. Так, хотіла б Сергію особливо задати питання, але так само для інших. Ось як ви лічите, чому Лукашенко вас випустив, і що, на вашу думку, треба робити, щоб остальных выпускали? Я думаю, сейчас, наверное, все-таки надо про мое освобождение рассказать, и вы сразу все поймете от самого начала. Да? Значит, смотрите, в августе прошлого года Генеральная прокуратура Беларуси отправила помощника прокурора генерального по всем тюрьмам и лагерям, ко всем политзаключенным. К нам в тюрьме приезжали, всех вытягивали, у кого вот эти желтые бирки экстремистские, меня в том числе. Со всеми минут так 10-15. Со мной этот помощник прокурора, я забыл фамилию уже, у меня где-то записано, 3 часа он меня уговаривал, напиши на помилование, тебя выпустят, это вопрос уже решенный, все. Я ему объяснил, по какой причине я не могу написать, потому что я не совершал преступлений, в которых меня обвинили. Самое главное. Если бы я совершал, вот что мне, говорю, за дурака считать, я бы на суде бы признал и получил бы не 20 лет, а получил бы 6-9 или вышел бы там на свободу, как Протасевич. А они, эта система сумасшедшая. Вот. Значит, в августе приезжал этот помощник прокурора. Я уже сразу понял, что идет процесс. Этот процесс начался при администрации Байдена еще. Значит, это американские дипломаты начали уже каким-то образом взаимодействовать по поводу освобождения политзаключенных. Потом, я уже смотрю новости, начинаю там Колесниковой там родители пустили, я сейчас расскажу, почему это и как произошло. Значит, кого-то начали выпускать там по 30, по 40, по 50, по 300 человек. И после Нового года, 14 января, на Старый Новый год, у нас такой есть, да, приезжает ко мне Протасевич. Как это было? То есть меня, говорит, одеться, не одеться, посадили меня в ШИЗО на 2 недели, в изолятор. Потом я выхожу, они говорят, ну хочешь, мы тебя еще поддержим, или может выйдешь. Я говорю, ну конечно выйду лучше, зачем мне сидеть. Захожу в камеру, они говорят, идешь сейчас в баню, раздевайся.
полностью. Я говорю, как мы же всегда ходили в штанах, там, майке. Нет, раздевайся только в трусах. Это странно, я ругался, но как с ними ругаться, там можно сразу опять шизов платить. Пошел в трусах мыться, прихожу, украли костюм мой с желтой биркой. Украли. Я говорю, как, что такое? Вот там у тебя новый лежит, новый. Я беру новый костюм без бирки. Начинаю понимать, ага, значит, что-то снимать будут, что-то готовиться. В общем, выводят меня в такую комнату, стоят два кресла таких больших, картина висит, там какие-то столы. Ну, я сел, понимаю, что-то будут снимать. Ну, камер никаких нет, висит только под потолком. Ну, там во всех помещениях висят. Под потолком такая маленькая камера. Я даже взял, развернул кресло, спиной сел. Врываются полковники, ты что, развернул кресло там тут? Ну, я понял, что, видно, у них что-то там настроено уже. Заходит Протасевич. Я уже его видел лицо по этим публикациям в этих белорусских газетах. И начинаю там, я там, ля-ля-ля, 3 рубля, мы ездим, уже сейчас будут всех выпускать, уже там напиши на помилование, мне значит, я говорю, ты что, блин, сумасшедший, ему тоже объяснил, процитировал ему Солженицына, политический заключенный это тот, у кого есть принципы, отказавшись от которых он может обрести свободу, а тот, у кого этих принципов нет, политическая шпана. Я говорю, ты политическая шпана. Вот, его реально жалко, Протасевича. Его запугали, он молодой парень, не осуждайте его. Он вот, в общем, начинает мне рассказывать, я тебе привез передачу, а у меня ни чая нету, ни кофе. Я сидел просто на вот этом пайке тюремном, мне ничего не давали, не передавали. И он привез там кофе чуть-чуть, чая и кусочек там сала 400 грамм. И еще что-то. Я говорю, что там, он даже не знает. Я так понял, что это не он покупал, а агенты КГБ. В общем, хорошо, напиши тогда, что ты не против, чтобы тебя просто отдали за границу. Ну, обмен типа Украина, Америка, что-то там, Россия, меняют пленных, заодно тебя туда включат. Я говорю, я тебе ничего писать не буду, потому что если я сейчас что-то буду писать, вы покажете потом, якобы Тихановский на помилование написал. Я вам не верю никому, я не буду ничего писать. Потом, говорит, напиши письма, что ты типа родным, там, дочке, там, сыну мы передадим. Я тут, я приехал от Светланы, привез тебе с распечатки от Светланы, с Инстаграма, там, дети тебя поздравляют. И я так достал, я говорю, только это же старые. Это разве могла тебе Светлана даже старье, которая ко мне и так приходила когда-то давно. Он говорит, как это мы распечатали с ее Инстаграма. То есть, как бы, начинаю смотреть, что как это вообще вода водой, непонятно что. Значит, просил помилования, потом просил просто, чтобы вы потом письма, и говорит, да, я тебя сфотографирую видео. Я говорю, ни в коем случае не хочу, чтобы вы пиарили, что там уже со мной какие-то разговоры, переговоры. Я говорю, если ты что-нибудь выложишь, я тебя лично найду, потом накажу. В общем, я его как-то убедил, он испугался. Он мне просто перед этим рассказал, он ездил к Колесниковой, примерно с таким же спичем, она на него набросилась и избила его. Это он мне сам рассказал. То есть начал Колесникова, она говорит, я никуда не пойду, и ты такой секой, что ты режиму там, ну, в общем, вы поняли, да? Потом он ездил к Бабарика. Бабарика что-то там написал, родным передал. Он мне видео показал на телефоне, на своем там, без симки телефон был. Показал эти видео, фотки там. И он сказал, что он ездит еще 20-40 политзаключенных. То есть есть какой-то список, в котором Колесников, Бабарика, я, еще какие-то там более известные такие политзаключенные. И он по ним лично ездит. А по всем остальным как бы работают уже какие-то ребята другие. Вот. Я продинамил, получил из Протасевича по всем вопросам. Меня выводят в камеру, 2 часа эта беседа длилась с этой передачи. Я такой счастливый, что сейчас чая попью, хоть вы не представляете, холод. И через 5 минут врываются опять, одевайся, ведут по подземельям, там в кабинет вбрасывают, там 2 мужиков, агенты КГБ. Начинают орать на меня матом, да что ты там такой-сякой, там, мы тебе устроим здесь, там это, что у тебя там со здоровьем? Я начинаю, а я жаловался на здоровье, в том числе и Протасевичу говорил, что такие проблемы. Я еще так эмоционально умею рассказывать, что я убедил, что я чуть ли там уже не умираю. Конечно, состояние тяжелое, но слухи о моей смерти немножко преувеличены. Да? Вот. Убедил их, что крайне страшная ситуация. Они говорят, на помилование, я тоже сказал, не может быть вообще, убивайте, но я не напишу на помилование. Они говорят, напиши тогда, что ты не против, просто на бумажке, без всяких заявлений кому, что я такой-то, такой-то, не против, чтобы меня отправили за границу.
и подпись. Вот такую напиши, это никуда, говорит, не пойдет, это лично в дело. Это им, чтобы начальству показать, что они как бы... Я думал, если они начинают угрожать, что они меня там устроят в тюрьме, то. И говорят, либо ты выйдешь скоро выйдешь, может несколько недель, они мне сказали, может несколько месяцев, но ты выйдешь, вот такая бумажка, и все, ты выходишь. Я посидел, подумал, или меня будут сейчас дальше о них гнобить, еще непонятно что устроить, мне и так не подарок был. Я думаю, я напишу, я написал. Потом говорят, а что ты будешь делать, когда ты выйдешь? Тебя же там жена начнет, журналисты, все возить там. Я говорю, я хочу собачку, курочек, там домашнее хозяйство, уже не хочу никакой ни политики, ничего. И начал вот такую, оно на самом деле, конечно, хочется кого-то обнять, погладить, или щенка какого-то. Но начал вот эту информацию им подавать, и они подумали, что я уже немножко там избрендил, и они узнали, что мне и таблетки всякие дают, успокоительные, еще что-то там. Ну и поняли, что ситуация тяжелая. У Тихановского думают, и говорят, начали дезинформацию, что офис там непонятно чем занимается, воруют, там все. Я вам честно говорю, более честного, искреннего человека, чем Светлана, я в жизни не встречал. Я ее мизинца не достоин, я вам серьезно говорю. А они такие рассказывали вещи, просто кошмар, и про нее, и про офис, и что там, и дербанят какую-то фигню, там просто чешут такую, я сижу, я говорю, я слышал, я видел это в газетах, я ваших читал, да, я говорю, приеду и никому им руку не подам. Вот я им так и сказал. Дело в том, что до этого Лукашенко руку не подал, когда он мне тянул, да, это в 2020 году было. Потом я не подал Протасевичу, когда он приезжал, я не подал этим агентам КГБ, они мне тянули. Я говорю, я просто руки не даю, потому что коронавирус там, это все был когда-то. Такую включал, вы поняли, да? Вот. И эти ребята, они настолько, у них низкий уровень, у них нулевой IQ, они просто... идиоты. И они меня выпускают, думают, что здесь я сейчас приеду и разлад такой какой-то начну рвать. И вот они почему-то вот в это вот поверили. Это, клянусь, так и было. Первое здоровье, а второе, что я сейчас здесь все развалю. Я вообще не собираюсь в это вмешиваться. Я начну действовать так, как я считаю нужным. Я сам центр, я сам огонь, и каждый белорус тоже должен так действовать. Каждый. Что вы ждете там от нее или от меня? Или что-то? Берите, действуйте. Действуйте, вы же такие же люди, такие же руки, ноги, что вы сидите, чего ждете от кого-то? Вот это насчет освобождения. И, вот я уже начал отчаиваться, смотрю, что-то не забирают меня. А Трамп же ввел вот это 90 дней, помните, там пауза. Уже должны были нас, вот на все эти, мораторий был вот в январе, да, попало. И режим перестал выпускать этих политзаключенных в эти 90 дней. А потом опять в мае началось, и я смотрю уже, думаю, сейчас в июне, наверное, что-то уже сейчас должно в июне. Чувствую, мне дают усиленное питание. Меня последний месяц откармливали масло, творог, сок, молоко, усиленное мясо, там, жиры и двойную порцию пайки. Это последний месяц. И я вот так выгляжу, представляете, какой я был бы. И мне, кстати, последние годы давали тоже добавку. Если бы ко мне не было внимания, я бы уже сдох там, вот клянусь, это 100%. Режим просто сказал, поддерживайте, чтобы здоровье было, сказал. И меня поддерживали более-менее, хотя мучили страшно, но поддерживали. И в июне, заканчивается, 30 дней вот это у меня питание было, диета называется. И в последний 30-й день, представляете, какой нулевой IQ у них там. В последний 30-й день приходят на прогулки, собирай вещи, 2 минуты, вывозят мешок на голову, агенты КГБ, машина такая гражданская, мешок вот так вот сидел, везут в другой город, все болит, наручники поднимают там по этажам. Смотрю, американка, я уже там был, это СИЗО КГБ в Минске. Потом смотрю, одних, вторых, третьих людей начинают привозить, вот ребят там, и понял, что все, группа, понял, что уже всех собирают. Там целый день в этой американке мешок на голову все время водят, то в туалет, то еще куда-то, наручники, какой-то кошмар. Следующий день тоже такой, и потом раз в автобусе оказываемся, заходят американские дипломаты, начинают говорить, ребята, все, вы уже под защитой дипломатии, все спокойно, все будет хорошо, вот вода, вот печенье, вот там шоколад, и мы все такие, воды там что-то съесть, потому что не ели, не кормили же ничего днем нас.
И вот и мы приезжаем на границу, там литовцы молодцы, ребята там с документами завели нас, там все помогли оформить, визы поставили. Благодарю, кстати, литовскую сторону, что позволили нам въехать на территорию страны. И все, и вот я не верю просто до сих пор, я не верю вообще, как это произошло все. Mindaugas Vasiliauskas, TV Free News. I will ask in Lithuanian, Vadimas will help with the translation. Ar jūsų požiūriu vakarai turėtų dabar sušvelninti sankcijas taikomas Lukašenkos režimui? Ir kitas klausimas, dalis Lietuvos apžvalgininkų laiko jūs, ponė Serhijau, prorusiškų pažiūrų. Ką jūs galite į tai atsakyti? Ir 2017 jūs lankėtės okupuotame Kryme. Mūsų migracijos departamentas kiekvieno atvykstančio į Lietuvą klausė, kieno Krymas. Tai kaip jūs atsakytumėt? Ačiū. Ar sušvelninti санкции? Все вы выказываетесь за то, что теперь Заход повинен смягчить санкции у отношения до Беларуси. Это одно питание. Давайте по очереди будем. Задам одразу. А я могу забыть потом. Я нагадаю. Другое питание, некоторые вас лишать пророссийским політикам у Литве, некоторые глядальники. Что вы на это можете сказать? И третье питание на конт Крыма, потому что вы наведывали Крым у 2017 году, и все, хто приїжджає у Литву, служби безпеки Литви запитують у такий випадку, чи на ваш погляд Крим? А давайте по очереди, Галина, напомните. Первый какой был вопрос? Санкции. Значит, Дональд Трамп, как я уже вначале сказал, имеет сейчас такую силу, его слово, и вы видели, как там с той стороны танцует лезгинку один человек, а он танцует лезгинку перед ним просто последнее время, уже полгода, наверное, да? Вытанцовывает Дональд Трамп, он же видит все, как мы тут готовы уже, вот вы же видели все это, да? Вот. Дональд Трамп может, кстати, вообще, что мне сказали сами агенты КГБ про санкции? Сейчас Путин уже выпустил всех своих политических, сейчас Беларусь тоже всех своих политических выпустит, это КГБ сказала, потому что сейчас будут снимать санкции с России, и, соответственно, Беларусь хочет, чтобы и эти же санкции, которые были введены по военной вот этой тематике и против Беларуси, тоже были сняты. И логично и разумно, что Путин будет настаивать, включать этот пункт в американскую вот эту повестку, значит, и эти санкции будут сняты. И, соответственно, конечно, раз будут сняты, то будут выпущены и политзаключенные, все политзаключенные, вся вот эта 1100 примерно человек. Но сниматься будут санкции не европейские, а только американские, и только как частично какие-то там, которые были, это даже сами агенты КГБ понимают, сами агенты, это они мне сами сказали, идиоты, зачем они мне это сказали, чтобы я это рассказал вам, да. Вот. Какие еще были там вопросы? Переводи давайте, ну переводите. Не переводить? Да, какой был еще? Я никогда не был пророссийским политиком, я всегда был белорусом, белорусским политиком. Там этот ацахист когда-то кричал, что у меня какой-то паспорт российский. Никогда у меня не было российского паспорта, никогда. Нигде, ни в каком деле у нас ничего этого не было, никогда не обращался за российским. У меня был бизнес, я возглавлял продакшн-студию. Офисы были, 2 офиса в Беларуси, в Минске, в Гомеле, 1 офис в Москве и 1 офис в Киеве. Еще у меня была когда-то компания в Литве. Я особо ничего не занимался никакой деятельностью, только успел ее купить когда-то, и все. Была компания. Вот. То есть, как бы, если я ездил на машинах, на российских номерах, такое было, это машины зарегистрированы на мою компанию российскую. Машины в России были дешевле, покупали на компанию, чтобы не платить налоги, я на них ездил. И Светлана была ездила на одной, я на одной ездил. Какие проблемы? Никогда я не выступал, то есть как какой-то пророссийский, это фейки, которые они там рассказывают, абсолютно. Я могу вам еще раз повторить. Наш общий враг – это путинская власть, путинская именно власть. Пока она не рухнет там, никакой победы в Беларуси быть не может. Не может, потому что Путин на черное сказал, что это белое, потому что ему было выгодно в 2020 году. Он сказал, потому что у него есть вот кандидат, вот его кандидат, и он
знают, как с ним работать, он с ним много лет работал, и он даже ни с кем поэтому не разговаривал. Ему никто не нужен. Лучше, чем с этим товарищем, ничего не будет. Вот. Поэтому он так и поступил. Это непорядочно, это кошмар. И он еще себя называет каким-то православным, верующим, и на черное говорит белое. Еще какой был вопрос? Крым. Я в каком-то году, я православный христианин, в каком-то году меня товарищ пригласил поехать в паломническую поездку там, на 1 или 2 дня всего. Значит, я работал в тот момент, находился в Москве, пригласил меня как же этот, нет, Лука Крымский святой. Этот мой товарищ, он меценат, и он даже за свои деньги там эту раку оформлял, то есть, ну, такой предприниматель. Пригласил меня, у меня на тот момент и возможности не было особо там куда-то поехать. Я на 1 день с ним поехал, в том числе и встретиться с настоятелем бывшего нашего монастыря, вот этого маленького, вот этой Жировического. Там настоятель, он как раз в Крыму в тот момент находился. Это его духовник. Мы поехали, вот, остановились у духовника на ночь и были там по святым этим местам ездили. Значит, на тот момент, находясь, работая в России, и слетать куда-то на день паломническую поездку и улететь, ну, я к этому так и относился. Я не относился там наш, ваш, еще что-то. Я просто, ну, вообще об этом думал. Я тогда не занимался ни политикой, я не был ни блогером, ничего. Я был обычным гражданином, обычным белорусом. И белорусы ездили туда, и мы когда-то ездили в Крым же отдыхать, в 2011 году, по-моему, да, в 2011. Отдыхать мы туда ездили. То есть, и слетать туда-сюда, я никогда не задумывался о том, что как-то это может быть воспринято, там, еще что-то. Вот, поэтому я думаю, так и надо к этому и относиться. Так и надо относиться. Крым — это территория Украины. Я абсолютно, и те претензии, которые Россия сейчас предъявляет по поводу различных украинских территорий, я это абсолютно не поддерживаю. Я абсолютно поддерживаю Украину. Президент Зеленский, ему выпала такая тяжелейшая. Вот то, что я пережил, я уверен, это ерунда по сравнению, что президент Зеленский переживает каждый день все эти годы. Ему выпала такая тяжелая, вот вы должны просто все понять, и никогда не осуждать его, если где-то что-то там вам кажется, может быть, он что-то неправильно делает. Никогда, потому что ему ни одному президенту, кто сейчас живет, такой тяжести не выпало. Я его поддерживаю абсолютно и безгранично, безраздельно. Это для меня герой, президент Зеленский. Так, у нас 2 вопроса из Зума. Ну, я сейчас прочитаю из Зума тоже. Применялось ли к вам физическое насилие в заключении? Как это, ребята? Ко мне физическое насилие не применялось, и про других сказать ничего не могу. Не применялось, но иногда условия содержания можно было квалифицировать, с моей точки зрения, как пытку. Я скажу, наверное, примерно то же самое, что Сергей только что сказал. Хочу добавить, физически никто на меня не воздействовал, но есть такое понятие, как жестокое обращение. И обычно юристы говорят, что есть разница между пыткой и жестоким обращением. А разница в том, что пытка – это жестокое обращение для того, чтобы добиться того, чтобы кто-то что-то сделал или наоборот не сделал, сказал, не сказал и так далее. То есть есть вот такая цель. А жестокое обращение, ну, это бесцельно. Просто или из мести, или из скуки, или потому что так принято. Есть жестокое обращение. Я маленький пример приведу. Я всем оперативникам потом на это жаловалась и проводила с ними, если это можно так сказать, такую душеспасительную беседу. Чью душу это спасло, не знаю, правда. Вот ШИЗО. Это маленькая камера, в которой откидываются нары, вы знаете. Это голые доски. Это доски, наверное, деревянные, окрашенные, которые от тепла вашего тела не нагреваются.
То есть, значит, вас туда заводят. Ну, например, с меня сняли очки, это понятно, ну, а вы понимаете, это психологически очень тяжело для человека, у которого сильная близорукость. И это тоже можно квалифицировать как жестокое обращение. Ну, допустим, я понимаю, есть определенные правила, профилактика всяких членовредительств и других интересных вещей для них. Значит, у них такое правило: нательное белье может оставаться, все остальное снимается, и надевают там юбку, жакет, все. Ну, у меня, например, мне говорили люди, знающие, которые там побывали, когда я шла на комиссию по наказанию, и когда мы идем, я сейчас говорю о женской колонии, мужчины могут рассказать что-то, может быть, о себе, мы уже, предполагая, что что-то может случиться, собираем тревожный чемоданчик, состоящий из нескольких очень простых вещей, там туалетная бумага, зубная щетка, туда очень мало что можно с собой пронести, ну, полотенце, и говорим тем осужденным, которые с нами в отряде ответственным, что вот смотри, вот в этом мешочке, если меня после комиссии сразу отведут в ШИЗО, то передай, пожалуйста, вот так это делается. И, значит, мне сказали, что ты либо надевай, это было в декабре 24 года, ты, значит, или надевай колготки, такие хлопковые, теплые, или можешь надеть леггинсы и носки. Вот, вот в этом ты можешь там быть. И какая-то нательная майка без рукавов. Правда, мне сказали, что, возможно, и с длинными рукавами туда пропустят. Ну, в общем, я подготовилась. Но я решила, что леггинсы с носками как-то так будет удобнее. А оказалось, нет. Носки они оставили, леггинсы сняли. И вот в декабре там, конечно, было отопление. Но, понимаете, отопление, это все зависит от того, какое помещение. Это мало что дает. И, в общем, с голыми ногами, в носочках, туфли там тоже дают специальные, и шлепанцы. И нательная маечка без рукавов. Холодно, но днем можно ходить по камере, там делать какие-то упражнения, а ночью нет. Значит, ночью ты лежишь на этих, вот этих бревнах, этих досках, ничего не разрешают взять в камеру, ни какой-то дополнительный джемпер, ни телогрейку, ничего. То есть вот ты таким образом должен спать. Ты можешь таким образом спать? Нет, потому что холодно. То есть фактически, как я пыталась объяснить, что нарушаются базовые потребности человека. Это холод, температурный режим, нарушение, это нарушение сна. Кормили там от и до, то есть тут никаких вопросов не было. Все остальное это жестокое обращение. Ну, по крайней мере, насколько я понимаю, это квалифицируется именно таким образом. А на физическое это насилие или психологическое, ну, наверное, это где-то такая очень относительная вещь, потому что взаимовлияние какое-то между ними, наверное, есть, да, потому что физический дискомфорт, конечно, влияет и на моральное состояние. Ну, в общем, вот так вот. И это, да, хочу сказать, что были камеры, которые мы между собой делимся, как было. Есть камеры, которые более теплые, есть камеры, которые менее теплые. Значит, я потом, когда сказала, какой номер камеры у меня там был, мне сказали, ну, понятно, это менее теплые, так что... Ну, а количество суток, которые ты там по наказанию сидишь, может зависеть от того, какое у тебя было нарушение. Это может быть, в моем случае, насколько я наблюдала, в моем случае это было 5 суток, от 3 до, значит, 3, 5, 7, 10, 15, и потом может быть продление, если что-то пошло не так, там, неуважительное обращение с сотрудниками или какие-то еще другие вещи. Вот.
я так понимаю, последние годы практика рукоприкладства просто она, ну, так, обнулилась, наверное, благодаря предыдущим каким-то звучным примерам, которые, ну, не украшают никак пенитенциарную систему. Но, тем не менее, вот профучет номер 10 это такая абсолютно позорное явление. В принципе, все вот здесь присутствующие по этому профучету проходили. Это склонные к экстремистской, но деструктивной деятельности. Это профучет номер 10. Он фактически ограничивает во всех правах. То есть, если делает человека злостником, это абсолютный запрет на посещение вплоть до спортивного городка, библиотеки, церкви, куда-то. Ну, фактически только на 2 базовые вот можно отовариваться в магазине местном. Ну, то есть это тоже не физическое насилие, но это целенаправленное ограничение твоих прав. И что касается, вот, конечно, с Сергеем сложно сравниться в чемпионстве по одиночкам, но, поверьте, и месяца, и 2, и полгода в одиночной камере провести в перманентном холоде на этих досках, это, ну, тоже, ну, ничего хорошего в этом нет. Поэтому, да, физического насилия нету, но психологическое, моральное, оно присутствует и процветает. Next question in Да, English. я можно добавлю чуть-чуть? Чтобы вы понимали, руками, там, ногами никто не бьет, хотя вот в моем случае, там, не в моем, я слышал, за дверь вывели малыша, которого тоже экстремисты из Гомеля, как-то его забыл уже, Шиба, как-то его вывели, он был несовершеннолетний, потом чуть уже старше стал там, и добавили сроки ему там, его пинали ногами немножко, ну не то, что там избивали. И меня когда-то на Володарке в 2020 году пинали немножко, вот прям когда Светлану выбрасывали, думали, видно, и меня может еще тогда, может выбросят, может не выбросят, приехали какие-то люди, не били, а так вот, ну как это сказать, по ногам, по рукам, то в одну камеру, через 5 минут приходят в другую с вещами, потом через 5 минут опять пинают, так вот, ну что-то такое вот было, ну. А вообще, значит, в Беларуси есть ряд режимов, вот общий режим, значит, потом есть усиленный режим, это почти то же самое, чуть-чуть меньше там возможностей. Потом есть строгий режим в колониях, это тоже неоднократно, да. И потом есть этот, как его, особый. Вот там сейчас Статкевич, то по особо тяжким статьям повторно уже, да, типа вот Статкевич уже повторно особо тяжкие якобы совершает преступления, он там сейчас сидит. Там такие отъявленные, страшные. А потом есть следующий тюремный строгий, на котором я сначала находился. А я находился, и я так понимаю, что Колесникова и Бабарика сейчас тоже находятся на этом режиме, который называется жесточайший. Это когда тебе не дают даже писем. Вообще в 2,5 года мне не давали ни одного письма. Тебе не дают делать звонки родным, ни по скайпам, ни по телефонам, хотя законом это предусмотрено. Тебе не дают. Мне 5 лет, вот все эти с лишним, даже исповедоваться не дали. Я, представляете, православный христианин, не могу ни исповедоваться, ни причаститься. В законе прописано каждый месяц. В СИЗО, в тюрьме, каждый месяц. Значит, письма, звонки, священник, адвокаты, ничего нет. Значит, а товарка, они говорят, там 2 базовые, у нас в тюрьме на строгом 1, ни одной, мне ни одной. Мне нельзя купить зубную щетку, было мыло, годами, ничего. Они там, конечно, иногда давали, что-то, стержня нету, 7 копеек стоит стержень, с таким трудом иногда заключенные передавали. Передавали этот стержень. Жесточайший режим называется. Ничего нельзя, адвокатов нельзя, жалобы не выпускают, письма, ничего не выпускают. Сидишь только в этой камере. Уборка 4 раза в день у меня, да? 2 раза по часу, 2 по полчаса. Если ты не трешь все время в ШИЗО, зачем все время тереть это? Там все блестит. Приходят по стене штукатурку белая, не убирал в ШИЗО. И вот это вот, это кошмар, вы понимаете? Вы говорите, пытки, это что не пытки?
Ничего нельзя, в законе у них прописано, я говорю, ну у вас же прописано, маньяки сидят с телевизорами, вот соседних маньяки, убийцы, сидят, смотрят телевизор, у них все есть. Мне нельзя даже письмо от родных, что там, как, я ничего не могу узнать. Я не могу купить ни мыло себе, ни зубную щетку, я... Ничего. И так сейчас сидит и Бабарика, они мне сказали, что у него тоже ничего нету. И Колесникова также, хоть она и в колонии, там, я не знаю, как она. Я уверен, что она тоже не получает писем. Вот женщина же с ней, не получает она писем. То же самое там, понимаете, ну как можно такое делать? Ну есть же права человека какие-то элементарные. Заключенный же человеком остается, если вы даже считаете нас преступниками. Ну есть же права какие-то. Ну как можно? Ничего. Понимаете? Это что? Это бесчеловечно, это кошмар. Кошмар, это нужно остановить. Обязательно нужно людей этих вытаскивать. Сколько там таких людей? А Линевич точно так, ему не дают. Вот это же твой, да, знакомый. Ему не дают. Тоже, он только звонок просит, я это знаю, я видел самого Линевича, там пересекался, когда нас наказывают. Он говорит, звонок родным дайте, только пишет заявление, они как делают, ты типа пропустил, потому что ты сидел в ШИЗО. И это что, не издевательство, специально делают так. А Линевич молодец, он такой крепкий, он пишет все равно, он пишет. Я уже когда понял, что ну лучше меньше в ШИЗО проводить, не писать им это. Устно только говорил, давайте мне звонок. В законе не сказано, устно или письменно. Вот. А Линевич молодец, он такой пишет, и книга там такой в области. Они вот крепкие, я когда на них смотрел, это так поддерживает, когда есть такие ребята крепкие. Я единственное, что где-то думаю иногда, ну лучше не напишу меньше, что здоровье вообще, здоровье там в тюрьме это тонет здоровье. Это кошмар, кошмар. What will be done? Freedom, what other steps will be taken? So we as Democratic Forces of Belarus, all of us, people, we are trying, to put all the efforts to release all the political prisoners. We have to understand that only solidarity, only pressure, and diplomatic efforts will help us to release all of people. So we are asking our democratic partners to be firm on demanding from this regime to stop repressions and release everyone from prisons. Of course, we welcome all the diplomatic efforts, and what is now doing American administration is something fantastic. We understand, what power has President Trump and his initiative, but we have to say that it might never have happened if not all these years signals of principled position regarding Lukashenko and political prisoners. We have been enjoying this support and attention from the world through all these years. Lukashenko would prefer that we forget, that nobody is talking about us, and only our constant work of our media, our democratic forces, NGOs, human rights defenders, brought us to the moment when people are started to be released. Of course, it's thanks to our diplomatic allies. Of course, we cannot, fight purely, on our own with this regime. We need support of our democratic partners, but we managed to achieve this. And I hope that further negotiations will bring more people from prisons. But our demands, our position is clear. All repressions has to be stopped, and everyone has to be released from prisons. And everybody has to have right to return home if they want. One moment. Поможете мне? Уважаемые журналисты, я вас очень прошу, сейчас, поверьте, это не просто слова, в ближайший месяц все политические заключенные Беларуси могут выйти на свободу. Все в ближайший месяц. В том числе это сейчас зависит от вас. Пожалуйста, я вас прошу,
Донесите информацию. Дональд Трамп одним словом сейчас реально может это все решить. Давайте людей отпустим. Посмотрите на меня, они, может, так и не выглядят иногда, не плачут там, но, поверьте, они тоже такое примерно испытывают. И сколько там таких еще? Выпустите, помогите, вы можете сейчас. Трамп может одним словом, я клянусь, я это знаю. Он может, пожалуйста. Journalists, I strongly ask you because I believe that in the nearest month it's possible to have all the political prisoners released. And it's enough for Trump to just say one word to have them all released. And look at me, look at all these people. Maybe they're not so emotional, they're not crying, but I'm sure they're also going through this, just like more than 1,000 people behind the bars in Belarus now. And it's possible to communicate this information to the world and to use this moment to have these people released from Belarusian prisons. После того, как они выходили, рассказывали, что от них в качестве условия к освобождению требовали там, и подписания прошения о помиловании, подписания документов о сотрудничестве. В вашем случае выставлялись ли какие-то условия вашего освобождения? Как вообще все это происходило? Просили ли вас о чем-то? Процедура была внезапная. То есть 20 числа я, как всегда, вышел на промзону убираться. В 9:30 за мной прибежали, сказали, все, собирай вещи, дали 3 описи, все. Увели на жилую зону, забрали сумки, все, закрыли на КПП, в отстойник и ждали, провели обыск с товарищем с 5-го отряда, нас забрали. Все, мы сидели до часу, ждали, никто вообще ничего не говорил, что будет, все. Приехали сотрудники в масках все, завели в шлюз, дали подписать только бумажку, что амнистия не распространяется, что мы не субъекты амнистии, все. Закинули в бусик, маску накинули, все, и повезли. Кто, куда, никто не знал. Даже уже когда на американку, когда я спросил, где я, мне ничего не ответили, пока я не увидел на листке, что я прибыл в СИЗО КГБ. Все. Там тоже как бы держали в неведении, только хоть спасибо за то, что купили там шмотки. Но не вот эти, а на пару размеров больше и не такого качества, как эти. Ну, хоть спасибо на этом. И ничего не говоря, просто поскольку нас забрали. Как бы. Да. Где-то утром нам сказали собираться. Да, наверное, где-то в часов 9 нас забрали. Та же самая процедура в масках и куда-то повезли, все. До границы пересадили на другую машину, все тоже в масках, потом разрешили только снять, но головы вниз. И ни с кем нельзя было даже переговориться, все. Пока мы не видели представителями американского консульства. Вопрос был, выбивают это помилование с тебя? Нет, вы ничего не выбивали. Вы слышали кто-то? Скажите по существу. Да, все было внезапно, то есть исчерпывающе Кирилл дал ответ на этот вопрос. То есть, никто ничего не знал, никто ничего не предлагал подписать, там, дать какие-то обязательства и так далее и тому подобное. Да, все верно. Происходило все именно таким образом. И у нас и 2 женщин, которых отпустили. Значит, я хочу только добавить одну вещь, потому что здесь задавался вопрос, там, писали ли мы на помилование, предлагали ли нам что-то написать и так далее. Значит, вот так как Сергей уже говорил, действительно начались какие-то крупицы, значит, маленькими группками, горсточками. Вдруг, по-моему, начиная с 3 июля 2024 года, вдруг внезапно стали выпускать людей. Причем изощренность в том, что в основном выпускали, я сужу сейчас по женской колонии, выпускали людей, которым оставалось очень мало до выхода. То есть вплоть до месяца, понимаете? То есть через месяц человек выходит вообще, а ему предлагают, здесь приезжали в основном люди из Минска. Это были прокуратура, потом подъехал Бубопик, да, когда, значит, видимо, им передали вот эту вот замечательную, значит, честь им выпало этим заниматься.
и они вызывали каких-то конкретных людей, не знаю по какому принципу, и с ними разговаривали на предмет того, что, ну, вот, что они думают, не изменились ли их отношения, что они сделали и так далее. Вот такая беседа. И предлагали, если они считали, что видели, что это возможно, это тот случай, который им подходит, они предлагали написать прошение о помиловании. А это означает, значит, текст там должен быть построен таким образом, что я сделал там, значит, то-то, то-то, сижу по такой-то статье, я признала, ну, я говорю о женской колонии, признала, значит, свою вину, раскаялась, больше не буду, и, в общем, вот. И кто-то подписывал, кто-то не подписывал. Значит, для тех, кто подписывал, кого-то просто кому-то не предлагали, потому что в ходе беседы понимали, видимо, что это не их клиент. И значит, человека после этой беседы просто уводили, и все. Значит, но те, кто писал эти документы, подписывал вот это вот, под диктовку писал это прошение, значит, начинался сбор документов, причем очень поспешно, быстро, ведь все это, наверное, срочно нужно было делать. И сотрудники колонии, они вообще, наверное, очень плохо информированы, хотя иногда делают вид, что они все знают. Но и в последний момент они бегают, как загнанные лошади, и, значит, все это собирают. И мы видим, поскольку у нас там есть телевизор, это, значит, единственный наш свет в окошке, который мы вот думаем нам на 180 градусов перевернуть, это на 90 градусов перевернуть, то, что там сказали в телевизоре, ну, между строк, так прочитать или так. Но мы видели, ага, президент подписал помилование, значит, столько-то мужчин, столько-то женщин за действие преступления экстремистской направленности. Вот. И там еще, знаете, такая статистика. Из них столько-то пенсионного возраста, столько-то там с несовершеннолетними детьми и так далее и тому подобное. Вот. И на следующий день этих людей освобождали. Значит, по поводу того, о чем было тоже спросили, что при этом, скажем так, предлагали. Были, особенно в первые заходы, были предложения записать интервью. И несколько, извините, не интервью, а, ну да, что-то мини-интервью, то есть ответить на вопросы журналистов государственных СМИ. И несколько человек на это согласилось, и это показали, я думаю, что показали в разных колониях, потому что такие передачи вот такого размаха нам показывают. У нас есть специальные отведенные часы, когда мы должны смотреть те передачи, которые вот колония специально готовит. Это могут быть и какие-то новостные программы, и из государственных СМИ какие-то передачи. Вот, и мы это все потом наблюдаем. Да, несколько человек на это согласилось, были люди, которые не соглашались, говорили, извините, я человек не публичный, я не хочу, я не могу и так далее. И я это знаю уже, ну, скажем так, немножечко окольными путями, но я это сейчас скажу. Я знаю, что были люди, которым предлагали сотрудничество. То есть они выйдут, сначала они, значит, наступив на собственную совесть, должны были написать «признаю вину, раскаиваюсь». Потом они еще, но опять-таки это они могли отказаться от интервью, тут уже на них никто не давил. А текст помиловки должен содержать вот это вот раскаивание. А потом еще вдогонку и сотрудничество предлагали. Но об этом мы узнавали потом, и то не от всех. Почему? Потому что это делалось с подпиской о неразглашении. То есть приходили люди в отряд и говорили, да, вот меня еще специально вызывали, но я не могу сказать почему. Вот. Ну, вы же понимаете, мы не на Луне, и, в общем, понятно, что это становится известно. Последние полгода абсолютно не свидетельствовали о том, что могло что поменяться, потому что вот последние дни 2024-го меня как раз таки по 411 позорной статье раскрутили, там почти год добавили.
уже к основному сроку, а в начале января уже этого года тоже вывозили на СИЗО КГБ, и там стращали тоже дополнительными наказаниями, началом новых статей, и поэтому вот когда вот, спустя это время, ну, полгода практически прошло, и вот я оказался здесь, ну, это вот такой сюрприз, он из приятных, но я думаю, здесь ну, логика другая, здесь абсолютно заслуга руководства корпорации Radio Free Europe, Radio Liberty, это, ну, люди, которые целенаправленно впряглись в этот процесс освобождения и добились результата. Здесь, конечно, уже отдельно идет сама по себе вот эта ситуация. Поэтому в тот день, вот, когда нас всех собирали, да, до последнего момента, пока вот не передали дела и меня самого людям в гражданском, ну, не было понимания, зачем с этими сумками вызвали, шпоны два подряд в течение там 5 часов проводили. Но, тем не менее, вот так ситуация повернулась. Пускай вопросы. Настя Рода, наша Ніва. Сергій, ці можете ви розказати про зустрічу з Лукашенком у СІЗО КДБ? Что там отбывалось, навошта эта встреча была ему тогда потребна? Я много чего хочу еще рассказать. Я, конечно, планировал там все, каждый отдельно, вот про СИЗО КГБ, например, в стриме отдельные истории рассказать. Но коллеги сказали, давай хотя бы коротко, коротенько, по каждому. Значит, смотрите, что там произошло в этом. Во-первых, для чего эта была встреча нужна? Много европейских политиков давило на него и на его друга Владимира Владимировича этого, да. Вот. И он уже говорит, ну, собери уже их там, поговори. Вот. Ну, а этот же по-своему не Тихановскую, не с ней, а с Тихановским, который сидит. И Бабарику, который сидит, каких-то людей, которые сидят. Это кошмар такой, что они творят. Значит, маленькая комната, 12 заключенных сидят, и во главе 13-й, ну вы поняли, да, он сидит, он, и 12 как ученики, ну вы поняли, да, о чем я говорю. Слева ближайшие, которые уже предали, уже завтра выходят. Вот он, Воскресенский, и это с этой стороны Спандедок, там парень был, директор, ну уже подписали бумаги. И кивают ему, Александр Григорьевич, там все, вот через слово там. Потом там, и вот он посадил так меня, вот сюда, ему посадили сюда Бабарику именно, значит, 3 камеры на стенах висят, со всех позиций снимают, значит, он живет, Александр Григорьевич, это чтобы вы понимали, исключительно по Макиавелли. По Макиавелли исключительно. Государь, если кто-то не читал, почитайте, быстро там за час прочитайте, ерунда. Исключительно он всю беседу Бабарике говорит, Тихановский это будущий президент, 3 раза говорит, она ему потом передаст власть, чтобы Бабарику настроить. Вот, вот он постоянно вот это вот какой-то кошмар там вот этот устраивал, 5 часов эта беседа длилась. Значит, в основном он говорил какую-то чушь про какую-то эту ВНС, какой-то там реформы Конституции. Нам это вообще не надо было. То есть он собрал всех для того, чтобы показать, якобы вот он с кем-то там беседует. Он пришел, говорит, какие ваши предложения по Конституции? И тут они все начинают ему давать эти предложения, в том числе и Виктор Дмитриевич, я что-то в шоке был. Ну, началось-то с чего? Завели в комнату, он заходит и начинает сжать руки, 3 камеры и так снимают, и его оператор еще. 1, 2, Бабарики, то есть всех как бы взял так нахрапом, ко мне подходит, а я ему руку не даю. И он, а чего? Сейчас вы поймете просто, что это за человек. Он говорит, а чего ты не даешь руку? Я говорю, это коронавирус же. И сейчас он, ну, я ему не даю, потому что он чмо, да, а он как бы, значит, ну, говорю, что коронавирус, потому что интересно же, для чего собрали, да, что они там хотят, может, отпустят там, вот. И он говорит, почему не даешь руку? И я говорю, коронавирус. А он, знаете, чтобы вы поняли, что за человек, он говорит, так я же уже переболел.
Вы представляете, чему это думает только о себе? Я не даю руку, потому что коронавирус, а он говорит, так я же уже переболел. И я в конце ему тоже руку не давал. И он загнал эту камеру, что Бабарика якобы жмет ему руку. Представляете, какая низость. А Бабарика просто, ну, он ворвался и он поздоровался с ним. Впечатление, человек огромный, выше меня чуть-чуть, плотный, кулаки вот такие у него, да. Ну, реально ацахист такой. И, ну, он страшно прям такой, вот раз. Я сориентировался быстро. Тихановский быстро принимает решение. Это есть у меня. Сразу я говорю, тебе руку не дал мне. Вот. Посадили, рассказывал какую-то чушь. Слушайте самое главное. Сейчас это вы будете в шоке. Я ему говорю, зачем ты деньги мне, вы, я на вы, это вот врут, что я на ты, да, я на вы там. Все это записано в КГБ есть записи, пусть выложат. Вот все, что я сейчас говорю, они могут опровергнуть. Пускай выложат запись. 3 камеры одновременно снимали, звук все показывают целиком. Не вырезают какую-то фразу, а целиком. Значит, говорю, зачем ты подбросил деньги? Он сначала, я же не подбрасывал. Ну, понятно, что он не сам принес их, да. А когда он врет, я вам потом в стримах покажу, как он глазами делает. Я уже выпас это все, как он делает, когда врет. Это не я сначала. Я сам не подбрасывал. Я сам не подбрасывал. Потом второй раз он эту чушь опять про ВНС начинает. Я говорю, вы зачем мне деньги подбросили? Он опять, я же не подбрасывал такой. И потом уже 3-й раз, там, ближе к концу нашей встречи, я говорю, зачем вы мне подбросили деньги? Он говорит, а как вы хотели? Политика это грязное дело. Вы должны быть готовы, что вам подбросят деньги, схватят вот так, посадят как в тюрьму. И Бабарик говорит, а мы думали, можно с чистыми руками. Виктор Дмитриевич сказал. И я говорю, да. Он говорит, нет. А в Беларуси ведь политика это только он. Представляете? И он такое признание дает. Политика это грязное дело. И вот пока он там, и там действительно такая политика. Вы представляете, что они творят? Он признал это. 17 человек находилось, нас 12. Он 13-й, Коля его за спиной сидит. Я после этой фразы говорю, Коля, смотри, что твой папа творит. Вот он говорит, он признается. А он говорит, а ты, я тебе потом включу, как он там про тебя говорил, там, и что он, а на меня, знаете что, ты на меня обзывался. Представляете, дурак этот. Я говорю, вы на меня сказали, шалудивы, майдануты, там крысы на нас, еще что-то. А я на вас всего лишь такую метафору сказал, и вы уже прямо кошмар какой-то, обиделся, представляете. Вот. То есть вот такой человек, ужас, кошмар. Это когда он без бумажки, он же правду начинает. Вот его если резко качнуть какой-то, он говорит как есть. Понимаете? Вот он говорит, я грязный, да, а что я должен был, типа, отдать вам, что тут кошмар? Нет, вот тебя так, тебя так, тебя так. Он прям так и сказал. Он сказал это все. 17 человек. Эйсман сидит, фотографирует. Я когда понял, что они на нас чисто пиарятся, я говорю, меня не снимайте и прошу, чтобы меня не показывали. Он говорит, я тебе обещаю, тебя не будут. И меня в этот день не показывали. А потом проходит какое-то время, они начинают показывать. Человек слова не держит вообще. Ну, если не показывать, я не хочу. Мы договорились, ты мне пообещал, я бы ушел, может быть. А он взял и показывает, берет одну фразу, вырезает из моего общения с адвокатом в СИЗО КГБ про Колю, вторую вырезает из этой встречи, их склеивают так, как будто я там угрожаю Коле. Я Коле наоборот там говорил, там 17 свидетелей, что Коля, я никогда тебя не угрожал, я с тобой никогда в жизни не общался и никаких видео не записывал. Как я мог ему угрожать? Ну как? Они подслушивают беседу с адвокатом, адвокатская тайна. Любой убийца может признаваться даже там своему адвокату в преступлении, и никто не имеет права это слушать и использовать против него. А у меня получается, когда мне подбросили почти $1 миллион, посадили в тюрьму по обвинению, которое мне даже, кстати, не предъявили. Мне же насилие вроде к милиции не предъявляли. А посадили, представляете, поэтому я сижу, киплю, мне только сказали про эти деньги, что мне подбросили, у меня мурашки по коже, приходит адвокат, я говорю, вот кошмар, вот Колю бы его сюда вот этот посадить, он бы понял, детский дворик там есть с этими, они вырезают кусок фразы этой и приклеивают туда, он угрожал Коле, кошмар какой. Конечно, они юристы должны понимать, угрозы, там есть определение. Если я чего-то требую от него, ну, понимаете, а если я просто что-то говорю, что ему неприятно, это просто неприятно ему слышать.
Понимаете? Это вообще разные вещи. Так я и не ему говорил это. Я говорил адвокату, и это кошмар просто. То, что там в этом СИЗО было, они просто пропиарились. Он просто собрал спустить пары, да, что типа вот мы уже что-то начали. Он вас обманывает. У него все рычаги. Принес карту мне. Смотри, говорят, у вас там 400 тысяч собирается. Я-то вообще ничего ему не говорил, я ничего не знаю. А мы тут по головам насчитали 23 тысячи. И вот он мне показывает, вот они прям чуть ли не сидят, вот сейчас и считают. 23 тысячи только на стеле. Я говорю, так это ж у тебя во сколько там? 6.01, например, да? Я говорю, так а в 6.02 другие подошли, а потом еще. То есть ты понимаешь вообще, и не только возле одного дома там. Я говорю, вы что, больные? Они же по всему Минску, как я понимаю, ходили. И подтягивались. Может, в это время только начинали собираться. Вот какую-то ерунду на уши вешает, и сам в нее верит, и там этим рассказывает. Я уже разошелся, да? Ну, я поэтому и хотел в стримах. Я хотел в стримах все это рассказывать. Не даете. Спасибо. Последний давайте тогда. Есть еще вопрос? Ну, коротенечко только уже. Радує Свобода. Сергій, коли ми 5 років тому з вами розмовляли у Слуцьку, я вас питав, чи ви не боїтеся трапити за крат. Что я ответил? А что я ответил? Ви у мене спитали, а ти як думаєш, мене арештують чи ні? Ага. І мені подалося, що ви тоді в огулі не думали про таку вірогідність. Чому ви в огулі? Як так відбулося, що ви 5 років наступне провели просто в турмі? І чому, як ви думаєте, чому ви стали таким великим ворогом для білоруської влади, особисто для Лукашенки? Ну, смелый я, наверное, был. Смелый. Значит, конечно, я не думал, что я попаду в тюрьму до выборов. Я почему-то думал, кандидатов сажают после. Вот честно, в 10-м же после там сажали. Вот. Я думал, еще успею какие-то послания, еще что-то записать. Я думал, могут посадить, если ничего не получится, года на 3-4. У меня были такие мысли. Могут. И причем я думал, меня посадят по каким-нибудь экономическим преступлениям. Я предприниматель. Все предприниматели в Беларуси, чтобы вы понимали, и весь бизнес, это скоро важно будет, они находятся всегда в серой зоне, в серой. Потому что где-то вот так поверни, это законно, вот так это немножко там, такие законы просто в Беларуси. Вот если мы будем когда-то проводить реформы, то законы будут другие. Бизнес должен так работать, чтобы не было никакой вот этой серости и никакого криминала. А так построено все, что есть. И я и комитетчикам этим говорю. Я говорю, когда предприниматель был, я говорю, и обманывал, получалось, государство обманывало. Они это явно включат где-нибудь, наверное, записывали. Я имел в виду вот в этом случае, что как предприниматель ты в любом случае где-то что-то, если вот так, это законно, вот так чуть-чуть повернул, а действие одно и то же, оно уже полузаконно. Вот. Я ответил? Я сбиваюсь уже просто. Почему ты провел 5 лет в тюрьме? Думал, Почему я провел? Почему тебя думали, что тебя посадят? Так я же сказал, что я уже ответил, что думал, что посадят на 3-4, может быть, и то, если там не повезет, и только после выборов. Вот. А получилось вот так, как получилось. Ну, слава богу, я считаю, мне повезло, что я через 5 лет с хвостом вышел, а не через 20. Я 20 не просидел, я бы уже там умер. Серьезно. Не выдержал бы скоро. Просто по здоровью. Вот никто не рассказал, а я в автобусе у них спросил, говорю, это у меня только застужено все из этого ШИЗО в холоде. Как бы застужено все, почки там, вот это мочи, это. А они говорят, у всех такое, то есть все из-за этого холода, тебе все время холод. Я сегодня спал под одеялом на мягком матрасе, и мне даже все равно еще холодно. Я не знаю, сколько это продлится, еще месяцев. И вот обещали с понедельника, может, какое-то обследование там, да, помогут сделать и понять вообще, что есть какие-то, насколько серьезные эти там заболевания, что это, и у ребят же то же самое. Вот. Поэтому здоровью наносится страшный вред. Так, ну, 3 последних вопроса, коротких. Наталья Фролова, The Insider. Светлане несколько раз сегодня задавали вопрос, что она будет делать после освобождения мужа. Муж брал на себя инициативу и отвечал, но я бы хотела лично от Светланы это услышать. Спасибо. Ребят, я все эти годы обещаю быть с белорусами до тех пор, пока мы не освободим политзаключенных и не сможем провести свободные и честные выборы в Беларуси. Это была изначально наша цель с Машей, с Вероникой, со всеми белорусами. Пока у меня хватает сил,
пока у меня есть поддержка, я ее чувствую, то я буду продолжать этот путь, потому что наша приоритетная задача — это остановка репрессий и выпуск людей, но мы должны понимать, что угрожает Беларуси. Потеря независимости, сейчас Лукашенко продает наш суверенитет шаг за шагом, да? А мы хотим жить в нашей стране свободно, независимой, мы хотим вернуться в европейскую семью наций, куда мы исторически принадлежим. И вот это наши такие, дальнейшие цели. Но пока люди в тюрьмах, мы продолжаем работать на давление режима, на поиски дипломатических способов освобождения политзаключенных, гуманитарных, и также ищем внимание, солидарность всего мира, чтобы про Беларусь не забыли касаемо гуманитарного кризиса, политического, но также и не забыли в контексте войны в Украине. Да, Сергей, вы немножко начали говорить о своем здоровье. Скажите, можете подробнее рассказать, в какое сейчас состояние, как вы себя чувствуете? Я думаю, что это сейчас не надо. То есть я тем более сам не знаю, меня же еще не проверили. Ну, есть проблемы со здоровьем по разным позициям. Там. То есть я же, видите, смог убедить 2 агентов КГБ, насколько тяжелая у меня ситуация. То есть они безоговорочно проверили, причем они и с врачами общались. Кстати, в тюрьмах нету врачей. Вот сейчас стоматолога нету вообще. У меня проблемы сейчас с зубами, которые там же они мне иногда делали, и некому пойти. Вот последние месяцы уволился человек. Терапевт последние месяцы чем-то нету. Кожные заболевания, дерматолога нету. Никого нету. Есть только фельдшер, который дает таблетку, вот голова болит, там, температура поднялась, могут дать таблетку. И все. И то, если дозовешься его. Вот. Поэтому вот, с медпомощью реально серьезные проблемы. Вот я могу про тюрьму номер 8 сказать. Они же по закону должны в ШИЗО каждый день осматривать. Я читал законы. В колонии я был, врачи либо медики приходят каждый день, у тебя спрашивают, есть проблемы со здоровьем. А в этой тюрьме никто никогда не подходит и не спрашивает. И не осматривает тебя, можешь ты в ШИЗО находиться или нет. Продляют вот так сутками. Там Владимир Книга, его со мной в Гродно задерживали. Он 2 года просидел в ШИЗО. Вышел на 5 дней, по-моему, только в камеру и обратно. 2 года. В этой вот маленькой вонючей камере, спал на полу там, даже не на нарах. И они его заставляли за стишки, а он уже настолько отошел, он просто говорил: «Привитание, доброй ранец». Вот. Ответила я? Ганна Рибакова, Atlantic Council. По-перше, велике щастя бачити зв'язку. Дякую вам, що ви тут з нами. Дякую за ваш час. Я веду, що ви на тому стомлені, хочеться пожити. Я хотіла спитати, Сергій сказав про те, що треба, щоб ми, журналісти-аналітики, писали про політв'язнів. Як ще можна допомогти, на ваш погляд? Що вам допомагало, коли ви були там? Ну, когда узнаешь какие-то новости, сейчас вот меня-то потом заблокировали, новости почти не узнаешь. Я на полном серьезе говорю, если вы в течение этого месяца сейчас каждый день предпримете, как вот уже все журналисты и коллегам своим сообщите, предпримете определенные шаги, достучитесь, попросите Трампа, он сейчас может это решить прям. И там, я вам скажу, что там уже и к этому подходит, и КГБ это говорило, и из других источников. Прям вот именно сейчас и именно все. Поверьте, это реальность. Сделайте это, достучитесь, коллег попросите. Именно сейчас. Вот, если Трамп, то он прям может в один день выпустить всех. В один даже. Но скорее всего будет вот так по 40 там, человек, и он выкинет их всех. Это реально можно сделать. Что-то еще там было? Я прошу, я могу терять мысль еще. Я не разговаривал больше 5 лет, представляете? Закрыли рот, я только стишки им рассказывал. Здравствуйте, гражданин начальник. Я уже начинаю забывать даже. Честно, я не знаю, как ему можно помочь. Я могу только рассказать, что перед вами сейчас находится человек, который для того, что сейчас может происходить за Бабарика, потому что я находился в колонии, где содержится Бабарика, и больше 2 лет его не выпускают ни с ШИЗО, ни с ПКТ. И, скорее всего, тоже перед Новым годом его откармливали, чтобы на интервью он выглядел более-менее хорошо, потому что 2 года, вот как раз вот только первое ПКТ, когда его закрывали, его вывозили в больницу по непонятным причинам, что проблемы со здоровьем. И людей закрывают, очень много людей с 10-м профучетом ходят злостными нарушителями,
режима, и даже никто не интересуется за здоровье. Когда ты что-то говоришь, когда перед так называемыми крестинами тебя заводят в санчасть и спрашивают про твое здоровье, если ты даже что-то говоришь, то тебе говорят, в санчасти медчасть тебе окажет там помощь, и тебя закрывают. И ужасно холодно. То есть на 7-е, даже на 5-е сутки я уже начал чувствовать, что почки у меня начали подставать. То есть что-то надо с этим делать, потому что страдают люди. И сколько я там отсидел, то есть примерно, наверное, в зоне 200 человек с 10-м профучетом, и за это время они и почти полностью обновился весь состав. То есть дальше продолжают людей задерживать, и даже с теми, что выпускали людей по помилухам, их могли выпустить сразу 10 человек, и следующим этапом привести те же самых 10 человек. Просто с другими сроками и другой внешностью. Я немножко напомню вопрос. Что поддерживало вас? Чем можно поддержать политзаключенных, которые сейчас находятся в тюрьмах? Хорошими новостями только. Можно я добавлю? Друзья, совсем забыл благодарить. И меня вот именно поддерживало самое первое, что меня поддержало, это признание наших правозащитных организаций и потом Amnesty International. Вот эти ребята, вот когда сказали «узник совести», это очень поддерживало. И я хочу к ним приехать, пожать там руки. Эти ребята делают вещи, молодцы. И еще я хочу вам сказать, вот у вас там числится 1100 примерно политзаключенных, но еще есть одна категория, про которую вы не знаете совсем. Это знаете кто? Есть просто заключенные по другим статьям, которые сели, например, в 2020 году, ну, например, по 328. И у них профучет экстремистский. Это люди, которые мне помогали, например. Они становятся там экстремистами. То есть экстремистами стали уже там. И надо им тоже помочь, этим людям. Я вас прошу, этих людей тоже надо вытягивать. У вас нет этих в списках людей, а они есть такие люди, их тоже много. Их много, этих людей. Про них никто не знает. Там, вот у меня был в тюрьме, например, я не знаю, что сейчас с ним будет, Гутич Дмитрий, он по 328 сидит, он где-то там словом каким-то поддержит, еще что-то, он стержень мне там передавал, еще что-то. То есть это человек, а его за это тоже наказывали. Там. Вот, и потом им дают этот профучет экстремистский, его отправляют в колонию, его опять в тюрьму, он уже 2 раза в тюрьме из-за этого профучета. Это тоже уже наш человек, его надо спасать, понимаете? И не только этот Гутич, сколько их там, а там много нам помогает. Там есть люди, сидят и невиновные в этой системе, они по каким-то другим статьям сидят, они ничего не совершали, понимают, что мы правы, что мы ни за что сидим, и они нам начинают помогать. Кому-то чай там они же дают, кому-то еще что-то. То есть, словом, это очень важно, очень. Вот этих людей, у вас их в списках нету, ни у кого правозащитников, а они есть. Вот как я рассказал, как Гутич, да, по 328. Обязательно этих людей нужно тоже тащить. И это тогда будет не 1100, там будет больше. Но кто их знает, этих людей, кто эту информацию даст? Непонятно, да? Вот я только могу про нескольких рассказать у нас в тюрьме, а там 30 этих колоний. Кто расскажет? И последний вопрос из Зума. Сергей, что вы сегодня сказали белорусам, которые были с вами в 2019 и 2020 году? Ну, во-первых, я хочу их поблагодарить, потому что, вы знаете, я тогда тоже меня в СИЗО, в ВВС сначала посадили, потом Светлана зарегистрировалась. Это больная система, она меня не 15 суток продержала, а 14. И один день, чтобы вы понимали мелочность, низость, один день не додержали ВВС, чтобы я когда поеду, и меня в любой момент можно было посадить и додержать. Представляете, какая... камеры свободные, я там нахожусь в этот момент, и они меня выпускают за день. И в Гродно, когда меня в милицию привезли, первое, я говорю, что вы мне предъявляют, что такое? Они говорят, у тебя сутки недосижены. Сначала они мне хотели типа сутки и сутками, а потом уже пошла садить там, да, и пошел КГБ, там тоже повезли эти кошмар. Вот. Я уже побывал в Востоке этих колонию. Ребятам 19-й, кто был 20-й, я, кстати, скоро сформулирую, там у меня есть определенные просьбы. Если вы хотите, чтобы я что-то делал, мне нужна будет помощь. И мне помощь этих людей нужна будет, неважно в какой стране, в каком городе,
Мне нужно будет огромный план, даже, кстати, не успел ничего рассказать, потому что я даже их и не могу толком сформулировать. Мне еще надо понять вообще, что происходило, что происходит, и четко это сформулировать. То есть этим людям я безгранично благодарен. Они в меня поверили. Вот эти 8 дней, когда меня тогда выкинули из ИВС, у меня крылья были такие, да, я летал 8 дней. Вот когда мы эти очереди начали собираться, я такого никогда не испытывал вообще. Это был такой подъем. Вот они-то потом уже, у них тоже был подъем же, да, вы все чувствовали. И Вероника, как эту, Маша Колесникова, да, я же ее не знаю вообще, никогда не видел. Но я про нее в СИЗО КГБ диктатору говорю, почему Маши нету? 3 раза сказал. А это говорит, хватит одного Тихановского, что здесь устраивать нам тут. Вот. Так вот, эти люди, я надеюсь, они не потухли. Я понимаю, что тяжело. Ребят, ну не так же, как мне, например, вам было тяжело в Сентябре. Ну, наверное же не так. Правильно? Ну не так же. Но я пережил, и я ни разу не сомневался, не жалел, и сейчас не жалею. Ни о чем. Понимаете? Ни о чем, ни разу. Ну мне так тяжело было. Ну вам же не так было. Я понимаю, что тяжело. Я понимаю, что и на чужбине оказаться там. Все понимаю. Мне будет нужна ваша помощь, если вы хотите действительно строить страну для жизни. Будем вместе строить. Спасибо за вопросы, за то, что вы пришли сюда. Я не ожидал, что столько людей будет. Я думал, нам там рассказывают, что уже все кончилось, все потухло и вообще никому ничего не интересно. И так кричали, унижали постоянно эти работники тюрем, что даже начинаешь уже где-то сомневаться, что может уже действительно там никого и нету, все уехали и никому не интересно. А тут оказывается интерес есть, я смотрю, не маленький. Спасибо. 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 Нам с тобой, да?